Привет всем любителям математики, школьникам и учителям. Сегодня очень красивая экзаменационная задача. Дан выпуклый четырехугольник ABCD, вписанный в окружность, AD диаметр, длины 10, углы С и D равны 110 и 65, и требуется найти x, то есть длину стороны BC. Попробуйте сами решить эту задачу, а я покажу одно глобальное такое решение. Ну и попутно отмечу, откуда я эту задачу взял. Я решил по вторникам решать задачи ОГЭ, а по средам задачи ЕГЭ. Будет большая польза канала, поэтому если я в галстуке, значит школьная экзаменационная. Из сборника для подготовки к ОГЭ под редакцией Ященко, это главный там по тарелочкам в Российской Федерации, и там очень в его команде талантливые композиторы задач, задачи очень красивые. Вариант третий, задача 25. Середина М стороны АД выпуклого четырехугольника АБЦД равно удалена от всех его вершин. То есть точка М, во-первых, середина стороны АД, и она равно удалена от вершин А, Б, С и Д. Отсюда заключаем, что М – центр описанной окружности. Центр описанной окружности. Я всю окружность не рисовал, она мне не нужна для решения. Если хотите, нарисуйте ее. И вся диаметр окружности равен по условию 10, и требуется найти BC, которая x. А давайте слева напишу, почему сейчас станет ясно. Я не зря чертеж так низко расположил. Да? Ну, что можно сделать здесь? То есть требуется найти BC, если AD 10, а углы 10, 110 и 65. Конечно, углы будем искать. По свойству вписанного четырехугольника угол А плюс угол С в сумме дают 180 градусов, откуда легко находим, что угол А, волнистый нарисуем, равен 70 градусов. 70 и 110 дают 180. Окей. Можно найти и Б. Это, по-моему, 115 градусов, но для моего решения это не понадобится. Теперь внимание, я хочу свести эту задачу к какой-то известной ключевой задаче. И для этого я продолжу стороны АБ и СД, чтобы получить некий треугольник. Ну вот поэтому так пришлось высоко мне тянуть. Обозначу эту вершинку П и скажу, что я рассматриваю треугольник АПД. А далее нужно провести диагонали. Это понятно, нашего четырехугольника АС и БД. Поскольку вписанный угол, опирающийся на диаметр, прямой, вот угол АБД опирается на диаметр, значит он прямой, и угол АСД опирается на диаметр, значит он прямой. Это известная теорема школьного курса. Значит, АС и БД являются высотами этого треугольника. Давайте я уберу вот этот рисунок, у меня появится место много, где я смогу это записать. Хорошо? Значит, удаляю и записываю, как я и сказал, что АС и БД высоты. АС и БД тонким, но крупно пишу. И БД – это высоты треугольника. Высоты. И здесь я вспоминаю, что отрезок, соединяющий основание двух высот треугольника, отсекает треугольник, подобный данному треугольнику, большому АПД. Вот я отдельно как раз и вспомню эту задачу, теоремку. Нужно ли ее на экзамене доказывать? Я думаю, все-таки нужно, но вы можете уточнить это у своего учителя, если вы школьник. Итак, внимание. Есть две высоты АА1, ББ1. И надо доказать, что треугольник – это теорема, либо свойство, что треугольник А1С, А1С, Б1 подобен треугольнику АЦБ. Я не буду полностью это все записывать, просто напомню, мы несколько раз доказывали у нас на канале это. Прямоугольные треугольники АА1С и ББ1С подобны между собой, поскольку у них есть общий острый угол С. Они подобны между собой. Значит, стороны их пропорциональные. А1С относится к АС, катет к гипотенузе,
как B1 к C к BC катет к гипотенузе, одинаково относятся. Но теперь, обратившись к этому отсеченному и большому, мы скажем, что у них стороны пропорциональны, а угол между ними общий, тогда они подобны по второму признаку подобия треугольников, по двум пропорциональным сторонам углу между ними. Чему же равен коэффициент подобия k? Равен отношению А1С стороны малого этого треугольника, одного из двух подобных, к стороне АС большого. Ну, обращаясь к прямоугольному, отношение А1 к С к АС, отношение прилежащего катета к гипотенузе, как раз равно косинусу угла С. В этом и кроется суть решения нашей задачи. Косинус С. Все. Теперь я смело нахожу угол P. Итак, внимание, угол P. Сколько же будет угол P? Пусть это будет одно большое действие, а теперь угол P равен. P какое-то у меня маленькое получилось, совсем уж. 180 градусов минус 70 градусов минус 65 градусов. Это будет сколько? Красивый угол, все подобрано. 45 градусов. Вот этот угол у нас, вот этот угол 45 градусов. Ну, а дальше и решать нечего. Поскольку мы сказали или доказали в этой теореме, что треугольник BPC, подобен треугольнику DPA, я по соответственным вершинам иду. Почему? Еще раз подчеркну. Вот этот уголок у нас как раз равен вот этому углу. Как раз равен вот этому углу. А вот этот угол вот этому. Поэтому отсюда легко находить соответственные стороны этих треугольников. Вот. Треугольники подобны. Вот этот и большой подобны. Тогда отношение x стороны BC к стороне AD соответствующей, то есть к 10, ну, равно просто коэффициенту подобия k, который, как мы доказали, равен косинусу угла С, то есть косинусу 45 градусов. Отсюда x на 10 равно корню с 2, деленному на 2, это косинус 45. Ну что, здесь сокращаем. X равно 5 корней из 2. Все. Крупно напишу и жирно ответ. X равен 5 корней из 2. Задача решена. Ответ запишем. Ответ этой задачи, третий вариант, номер 25, 5 корней из 2. И я показал такое глобальное решение, которое сводится к важнейшей такой задаче, известной, которые мы рассматриваем постоянно на нашем канале. Но вы можете найти другое решение, связанное с парочкой других подобных треугольников, не выходя за размеры чертежа. Правда, там, мне кажется, придется воспользоваться теоремой об угле между хордами, но это совсем другая история. Итак, по вторникам, если вы учитель, можете сообщить своим ученикам, девятиклассникам, будут рассматриваться задачи ОГЭ, а по средам ЕГЭ. В следующий раз, в следующий вторник я расскажу, что у меня лично похитили составители ОГЭ и ЕГЭ. Будет интересно. До новых встреч. Всего хорошего. Пока. С вами был Валерий Казаков.